Всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Проект «Переделка хрущевки от А до Я». Стяжка. Наконец-то наступил этот долгожданный день, когда я начинаю делать стяжку пола. Почему долгожданный? Потому что это последняя тяжелая работа на этом объекте. Ну, еще останется так слегка тяжелая сантехника, но, по крайней мере, тонны материала не надо будет таскать на 5-й этаж без лифта. Ну и, наконец-таки, можно будет навести нормальный порядок, пропылесосить основание, потому что то на полу, что есть сейчас, просто невозможно нормально убрать. Что у нас здесь было изначально? Изначально был пол на лагах. Это мы все демонтировали, и получилось пространство от 8 до 12 сантиметров. Перепад в районе 4 сантиметров. Конечно же, деревянный пол назад я делать не хочу, поэтому буду делать стяжку. Какие требования к стяжке? Во-первых, стяжка должна быть где-то по толщине, максимальный слой в районе 11 сантиметров. Для чего это нужно? Для того, чтобы вернуть изначальный уровень пола, чтобы нормально пол подходил к окну и к двери. Во-вторых, стяжка должна быть легкая. Почему? Потому что дом 1964 года и плиты перекрытия не могут держать ту нагрузку, которую могут держать современные монолитные дома. В-третьих, стяжка должна обладать элементарными шумоизолирующими свойствами. Ну и в-четвертых, стяжка должна подходить под любое покрытие. Ламинат, линолеум, кварцвинил, клеевой кварцвинил, паркетная доска, которую тоже или можно постелить плавающим способом, или приклеить. В общем, любое покрытие. Первый вариант, который я рассматривал, это Knauf Суперпол. Керамзитная засыпка, сверху листы ГВЛ. Но почему я отказался от этой стяжки? Во-первых, эта стяжка все равно со временем протаптывается. Раз. Во-вторых, эта стяжка не подходит под полы из плитки. Хотя они пишут, что можно укладывать плитку, но на самом деле все-таки эта стяжка мягковата. Ну и в-третьих, если такую стяжку залить, если элементарный потоп, то такую стяжку можно демонтировать и выкидывать, потому что она реально не высохнет. Я решил делать обычную цементно-песчаную стяжку, но с легким заполнителем. В качестве заполнителя можно использовать мелкий керамзит. Или экструзионный пенополистирол XPS. Я решил использовать и то, и другое, потому что эти материалы могут друг друга дополнять. Сейчас расскажу почему. Керамзит — универсальный материал, он относительно дешевый, и при помощи него можно выравнивать любые неровности. Но для того, чтобы создался как элементарный тепло- и звукоизоляционный эффект, слой должен быть сантиметров 10. Если слой керамзита маленький, то никакого эффекта фактически не будет. Плюс керамзит все-таки имеет вес. Обычный мешок весит 20 килограмм. Это тоже, в принципе, немало. Экструзионный пенополистирол по своим характеристикам является одним из самых эффективных теплоизоляторов. Плюс ко всему, экструзионный пенополистирол выдерживает распределенную нагрузку 15 тонн на метр квадратный. Он легкий, с ним легко работать. Для этой работы я выбрал экструзионный пенополистирол XPS Carbon Eco от Технониколь. Толщина 3 см. Плита имеет шершавую поверхность, фаску, и плюс еще есть вот такая вот, ну это не четверть, это половинка, которая будет перекрывать другую плиту. Фактически получается, что не будет мостиков из раствора. А мостики из раствора — это мостики холода, также проводники звука. Демпферная лента. Начинаю пристреливать к стене демпферную ленту. Это 10-миллиметровый вспененный полиэтилен. У демпферной ленты тройное назначение. Первое — это компенсация линейных расширений. Второе — это шумоизоляция, так как у нас получается стяжка плавающим способом. И третье — лента защищает стену
от стяжки, чтобы стена не пачкалась. Пристреливать буду обычным степлером и скобами. На стенах штукатурка, поэтому проблем никаких не будет. Основание. Основание, которое есть сейчас, мягко говоря, неровное. В некоторых местах вообще полный трэш. Есть металлические стяжки, зацепные петли. Просто так взять листы XPS и положить на основание нельзя, потому что они играют. Тем более, что у меня слой стяжки не такой большой, где-то 4,5-5 сантиметров. Если бы у меня стяжка была сантиметров 15, то, конечно же, это все прижалось бы и лежало. Но у меня есть ограничение по весу, поэтому слой будет не больше 5 сантиметров, и поэтому основание в любом случае надо выравнивать. Технология легкой стяжки. Экспериментальная. Технология стяжки, которую я буду делать. Сначала при помощи керамзита я выравниваю основание. После этого на керамзит я укладываю пенополистирол XPS. Затем укладываю армирующую сетку и после этого заливаю 4,5 см стяжки. Вчера я немного поэкспериментировал и сделал 4 варианта исполнения. Первый вариант — это просто керамзит выровненный и сверху лист пенополистирола. Но он меня не устраивает, потому что, во-первых, это все играет, во-вторых, хрустит керамзит, и я боюсь, что если я залью 4 см стяжки, то вот это вот похрустывание останется, он со временем утопчется. Дальше. Здесь я взял керамзит, смешал его с цементом, выровнял. То есть получился такой фактически казинак из керамзита. И после этого положил пенополистирол. Ну, он тоже поигрывает. Следующий лист я керамзит смешивал не с цементом, а с пескобетоном. Я боялся, что цемент не окажется таким крепким без связующего, и поэтому залил здесь пескобетон. В принципе, что то, что это, что с цементом, что с пескобетоном для данного случая получилось нормально. И здесь я тоже не приклеивал лист. А вот этот лист я керамзит смешал с цементом и приклеил при помощи цементного молочка лист. Вот это вот мне понравилось, потому что оно жесткое, оно вообще не играет. И вот по такой технологии я буду делать весь пол. Как связующее буду использовать цемент Holcim. Он хорошего качества, мне понравился. Также у меня осталось еще пару мешков пескобетона М300. Чтобы он не пропадал, использую в этой работе. Перемешаю с керамзитом. Экспериментальным путем, а вернее путем научного тыка, я определил оптимальное количество цемента и воды на 20-килограммовый мешок керамзита. Воды нужно 6 литров и 7 черпаков цемента. При таком соотношении керамзит получается весь в цементном молоке, и из керамзитной массы не вытекает вода. Это важно, так как можно залить соседей. Перемешанный керамзит высыпается на основание. Затем при помощи металлической гладилки и угольника керамзит распределяется по лазерному лучу. Срезаются ненужные металлические петли, так как они торчат выше уровня керамзита.
Процесс разравнивания относительно простой и при определенной сноровке получается довольно-таки быстро. Я тут немного поэкспериментировал с керамзитом и пришел к выводу, что лучше всего сначала разравнивать керамзит вперемешку с цементом, на следующий день он схватывается, и после этого на гребенку приклеивать листы XPS. Для меня это стяжка экспериментальная, я такое сочетание делаю первый раз. Комбинирую экструзионный пенополистирол с керамзитом. Почему я не хочу просто взять толстый слой керамзита с цементом? Во-первых, он вперемешку с цементом твердый, и, в общем-то, никакой шумоизоляции от него не будет. И он, в принципе, тоже имеет такой вес. А вот листы XPS, они легкие, твердые. На готовую поверхность сразу начинаю укладывать сетку 10 на 10. Для вязки сетки я решил сделать самодельный крючок под шуруповерт из обычного гвоздя. Скручивать проволоку шуруповертом, конечно же, быстрее, чем руками. Проволоку необходимой длины отрезаю сразу в мотке. Мои первые попытки вязки проволоки шуруповертом оказались не совсем удачные. Все не получалось уцепиться крючком за проволоку. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Немного приловчившись и согнув больше крючок, дело пошло. Думаю, возникнет закономерный вопрос. Что проще? Проливать цементным молочком сухой керамзит или перемешивать? Тут кому как удобнее. Проливать сухой керамзит тоже не совсем быстрое занятие. Мне больше нравится перемешивать. Тем более, что керамзит мешается легко. Основание под стяжку готово, можно приступать к работе, но я хочу еще добавить немножко теории, рассказать про саму стяжку. Плюс посчитаем, какая стяжка самая выгодная по цене. Какие есть варианты стяжек? Первый вариант — это обычная классическая стяжка, которая мешается из песка, цемента с добавлением пластификаторов и фибры. Второй вариант — это готовая стяжка, все то же самое, только делается на заводе. Такие стяжки выпускают разные производители и, соответственно, с различными характеристиками и марками прочности.
Ну и третья стяжка – это сухопрессованная стяжка. Для первого варианта стяжки нужен качественный цемент, песок, пластификатор – это вообще очень хорошая штука, и микрофибра. Сейчас я замешаю два варианта стяжки и покажу, насколько может быть разный результат. Вот два абсолютно одинаковых ведра. 3 части песка и 1 часть цемента. Соответственно, для гидратации цемента на это количество нужно минимально 250 мл воды. Максимально можно добавлять примерно 400, но это все относительно, надо еще смотреть на глаз, зависит от, соответственно, цемента, песка и так далее. Но пропорции соблюдаем такие: сюда добавляю 250 мл воды, сюда добавляю 400. Вот эта смесь с минимальным количеством воды для нормальной гидратации цемента. Из нее даже нельзя выжать воду. А вот эта смесь с максимальным количеством воды для гидратации цемента. Она получается, ну вот, совсем жидкая. Такая стяжка даст большую усадку, и прочность у нее будет меньше. У этой стяжки прочность будет больше, и она усадку не даст. Но есть такая проблема, что с ней неудобно работать. И вот в этом случае есть один секрет. Нам на помощь приходит пластификатор. Это суперпластификатор от компании Zika, Zika Plast 520N. Он подходит для любых бетонных растворов на цементной основе. Добавляется по количеству цемента. На 50 кг цемента добавляется 300-500 мл. Ну, возьмем из расчета 400 мл на 50 кг цемента. Считаю, 400 мл разделить на 50 равно, это получается 8 мл на килограмм. У нас полкилограмма цемента, соответственно 4 мл. И получается то, что раствор стал гораздо пластичней. С таким раствором уже будет легко работать. Он держит форму, не отдает воду. Сейчас даже можно взять, сделать квадратик. А вот что происходит с жидким раствором. Он жесткий, он расслаивается. Получается, что песок оседает и сверху остается вода. А все благодаря пластификатору. Он делает смесь более прочной, пластичной и, соответственно, повышает водонепроницаемость. Если в эту стяжку еще добавить микрофибру, то получится идеальная стяжка. Ну и, конечно же, нужен качественный цемент. Какой можно сделать вывод? Чем меньше в стяжке воды в растворе, тем лучше. Воды должно быть минимальное количество, ровно столько, сколько нужно для гидратации цемента. А для того, чтобы сделать стяжку удобной в работе, не надо переливать в нее воду, потому что она станет менее прочной и даст большую усадку. Лучше добавить пластификатор. Какие плюсы и минусы у стяжки, которую вы мешаете сами? Плюс – это то, что она получается высококачественной и дешевой.
Минус – это то, что все это надо мешать, и в условиях, допустим, квартиры это не всегда удобно. И главное – контролировать человека, который этим занимается, который стоит на миксере или на бетономешалке, потому что он запросто может чего-то не добавить, и получится качество раствора уже не то. С готовой стяжкой, в принципе, все понятно. Все эти компоненты добавляются на заводе, вы разрезаете на объекте мешок, добавляете воду, разводите стяжку до нужной консистенции и все. Плюсы то, что быстро, удобно. Минусы это то, что такая стяжка дороже. А во-вторых, такую стяжку, если производитель надежный, то тогда проблем никаких не будет. Если производитель так себе, то и, соответственно, стяжка будет так себе. Что касается сухопрессованной стяжки, то это все те же самые компоненты: цемент, пластификатор, фибра и песок, только с минимальным количеством воды. Она практически полусухая. Мешается при помощи бетон-насоса и подается на объект. Теперь давайте посчитаем, какая стяжка самая выгодная по цене. Стяжка. У нас 32,7 квадратных метра. На 1 метр квадратный при слое 5 сантиметров нужно примерно 100 килограмм раствора, стяжки. То есть на 1 метр идет 20 килограмм при слое 1 сантиметр. На всю площадь нужно 3270 килограмм. Умножаем квадратуру на 100 килограмм. Получаем 3270 килограмм. Если взять обычную стяжку, готовую, по 25 килограмм мешок, то получается, что на этот объем нам нужно 131 мешок. Один мешок стяжки стоит 4,5 рубля белорусских. Общая сумма 589,5 рублей. Это 286 долларов или 18 300 российских рублей. Подъем материала на 5-й этаж без лифта. Ориентировочно 200 белорусских рублей. Или 100 долларов, или соответственно 6400 российских рублей. Итого получается 786 белорусских рублей, 386 долларов, 24 700 российских рублей. Идем дальше. Если мы покупаем песок, цемент, фибру и пластификатор, то стоимость самого материала примерно в 2 раза дешевле, чем готового. Подъем остается точно такой же. Итого получается стоимость 500 белорусских рублей, 243 доллара или 15 500 российских рублей. Сухопрессованная стяжка получается самая выгодная, с учетом того, что здесь включена работа. Здесь работа и здесь не включена. Стоимость работы по этим двум стяжкам это как минимум 8 долларов квадратный метр. Здесь же раствор поднимать не надо, так как его подает по шлангу бетон-насос. В моем случае самой оптимальной оказалась сухопрессованная стяжка. По одной простой причине, что 5-й этаж и не надо ничего поднимать. Протянули шланг, засыпали, и стяжка готова. Так выглядит бетон-насос. Материал находится в прицепе. Песок, цемент, пластификатор, фибра и вода загружаются в бетон-насос. Дальше по шлангу подается на 5-й этаж в квартиру. Технология сухопрессованной стяжки – это, по сути, распределение материала по маякам из раствора. Минимальный слой стяжки примерно 4 сантиметра.
После распределения стяжки правилом верхний слой затирается машиной. Вот стяжка и готова. На изготовление всей стяжки у ребят ушло 3 часа, и это 5-й этаж. Ходить по стяжке можно через 12 часов. На следующий день я проверил ровность стяжки, все оказалось в норме, перепад не более 2 мм. Стяжку желательно несколько раз в течение недели пролить, но я решил пролить и закрыть пленкой, так она будет прочнее. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin.